Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анна Гейшерик. С вами канал «Прямая речь». Ставьте лайки, подписывайтесь, все как обычно. И сегодня, в конце лета, куда лето делось, я не знаю. Вот вчера я моргнула, а еще только оно начиналось, а сейчас уже сентябрь на носу. Но сегодня с нами побеседует замечательная гостья, одна из моих любимых гостей, Аня Кац, Анна Кац. Аня блогер, публицист и много лет уже занимается аналитикой израильской политики. Ведет подкаст совместно с Аркадием Мазиным, который называется «Левые мысли», тоже об израильской, естественно, ситуации и политике. Ну и бывает гостей на ведущих израильских телеканалах. Аня мирная активистка, как она себя называет, правильно я понимаю? Да, сейчас я, Да. конечно, немножко отошла от всего этого Ну вот, и последнего. главное, человек, с которым у меня практически по всем вопросам всегда совпадают взгляды. Таких людей на этой планете можно пересчитать по пальцам, если оптимистично, то двух рук, пессимистично, то одной. Вот Аня одна из них. Значит, Аня с нами прямиком с баррикад, так сказать, можно сказать, в окрестностях Тель-Авива. Я знаю, что сейчас в Израиле происходят огромные демонстрации с перекрытиями дорог, и чуть ли не горящие покрышки, не знаю, правда это или нет, но так жалуются люди, которые говорят, что демонстранты виноваты в коллапсе транспорта и вообще во всех грехах. Вот, но у меня непопулярное мнение среди русскоязычных, скажем так, еврейских иммигрантов во всех странах, что вот эти демонстрации ваши, они меня лично заставляют гордиться, так сказать, неравнодушной частью израильского общества. Я очень рада видеть всегда эти демонстрации, и я считаю, что это вот, в общем-то, и есть то, что, ну, скажем так, как бы это выразиться, уравновешивает, чтобы не сказать спасает, в общем-то, израильский имидж в мире от падения за плинтус, которое мы видели в последние 2 года. Анечка, расскажи вот немножко про протесты сначала и твое отношение к ним, и твое, я знаю, естественно, активнейшее участие, да, в них, что люди хотят и что происходит. Вот, давай начнем с того, что как бы мы, в общем-то, боремся не за имидж, это, конечно, важно, но у нас есть как Безусловно. бы более непосредственная цель. Это очередной как бы виток масштабных протестов за освобождение похищенных, за подписание сделки. Большая акция, которая продолжалась весь день, она была в прошлое воскресенье. Многие знают, воскресенье– это рабочий день в Израиле. И весь день продолжались протесты. Было 3 сотни точек, где перекрывали дороги. Я не знаю, жгли ли покрышки, костры были. Костры были, обычно их делают из веток, ну, по моему опыту, да. Но в это воскресенье я их не видела непосредственно возле себя, только на фото. Вот, да, это действительно был очень серьезный день, очень серьезная акция. Они были утром, и они были вечером. В Тель-Авиве они были днем и поздно вечером, и закончились огромным маршем в Тель-Авиве, в котором принимало по оценкам 350-400 тысяч участников. По моим оценкам, как бы если учесть все эти точки, да, и сколько человек приблизительно были, когда в какое время, на какой точке, я думаю, что дошло до миллиона. И тогда это самая крупная акция, наверное, за все время существования языка. Давай в контексте миллион, если это был миллион, это какой процент населения Израиля? Типа Это 10%. 1/10. Это 1/10. Да, да. 10%, если это было даже 500 тысяч, это 5%. Это огромное, огромное количество людей, да, 500 пропорция. тысяч выходило запросто в 23-м году, да, когда шли протесты против реформы. Я уже, понимаешь, у меня уже большой опыт. Я уже смотрю на площадь, точнее, даже не площадь, а проспект. Я уже вижу, до какой точки он забит и до какой степени. Я уже могу оценить примерно количество. Скажем, огромный совершенно протест был год назад, 1 сентября, по очень печальному поводу, когда обнаружили тела 6 погибших, похищенных, и вышли на огромный протест. Тогда это было достаточно спонтанно, только в Тель-Авиве и только вечером, и вот тогда было до полумиллиона определенно. Да. То есть явно больше, чем на каком-либо протесте в 23-м году, когда выступали против реформы.
Вот, с чем... Да, надо сказать, тут добавить, что эти протесты все они не вчера начались, то есть протесты начались в 22 году, я правильно В помню? 23-м. В 23 23-м. году, в феврале где-то, да? В Они январе, феврале, скорее, с начала года. с начала года, которые не были, еще это было до 7 октября, естественно, и были они связаны с тем, что Бенджамин Нетаньяху решил узурпировать, так сказать, там какой-то кусок власти, решил упразднить Верховный суд, орган такой самый главный, который заведует секулярным правом в Израиле, грубо говоря, да, вот это и есть то, на что он покусился. Правильно я говорю? В общем, грубо говоря. Да, смотри, как бы можно тут говорить долго, можно коротко. Давай, можно начать с того, что в Израиле практически не существует того, что называется биль о правах. Да. Да, то есть некого законодательства, которое соблюдает права человека. Есть закон о защите чести и достоинства, но он очень ограниченный. Да, то есть он далеко не все права в нем оговорен. И очень часто Верховный суд или Высший суд справедливости, он выполняет функцию вот этого вот недостающего законодательства, опираясь на этот закон о защите чести и достоинства и упомянутую в нем декларацию независимости. Причем у декларации независимости нет правового статуса. То есть это действительно довольно хлипкая подпорка наших прав. Да? И, то есть если задуматься, то как бы в основном держишься на доброй воле. И вот эта самая реформа, которая очень быстро получила название госпереворота, она очень сильно урезала возможности Верховного суда и усиливала возможности правительства, исполнительной ветви власти. Потом мы говорили, что это называется госпереворот, да, поскольку он сосредоточивает очень много возможностей в руках исполнительной власти, а также в руках Кнессета, который, по сути, в общем-то, слит с исполнительной властью, поскольку у коалиции как бы коалиции практически невозможно ничего противопоставить. Поэтому можно сказать, что коалиция, по сути, это еще одна ветвь исполнительной власти. Ну, то есть конституции Вот. как И это таковой в вызвало... Израиле нет. Это то, что я нашим зрителям хотела Да, сказать, потому что, да, ну, то есть совершенно я понимаю, верно. что ты в этом контексте очень глубоко и не совсем, может быть, понимаешь, насколько мало вообще люди за пределами Израиля, включая Конечно, мы тут как бы израильских себя патриотов больших, адаптируем. вообще понимают, что там происходит, да? То есть конституции как таковой нет, есть набор, безусловно, законов, есть много законов религиозных, есть отсутствие гражданских многих законов в Израиле, включая там брак гражданский и прочее, прочее. Но это мы в это не будем углубляться. Вот. Но, по сути, вот этот самый Верховный суд, он и является той властью, которая берет на себя роль, ну, скажем так, конституционных общечеловеческих законов, не связанных там с религиозными и так далее. Ну, Правильно то это есть сказать? полномочия Конституционного суда. Да, это Да, то, то есть что я что имею. не устраивало как бы власти, да, возможность богатств, мы будем его называть богатств для краткости, да, Высший суд Верховный суд. справедливости, Мгм. да, как бы Верховный суд и богатство немножко разные вещи, это немножко разные ипостаси. Мгм. Когда мы говорим об отмене законов и прочее, это, я буду называть это богатство. Хорошо. Высший суд справедливости. То есть Да. именно функции Конституционного суда. Он имеет возможность отменять законы, принятые Кнессетом, если он считает их нарушающими базовые права. Надо заметить, что пользуется он этим правом очень ограниченно. То есть буквально за последние 30 лет было отменено, по-моему, 21 или 22 закона, когда-то это помнила все наизусть. Вот, и вы хотели ограничить это право, его право отменять законы. Вот, и хотели ограничить возможности богатств сдерживать исполнительную власть, хотя в отличие от плохо прописанных функций богатств в качестве конституционного суда, то его возможности корректировать исполнительную власть просто прописаны в законе о судопроизводстве. И так далее. В общем, это вызвало огромные протесты, которые продолжались с начала 23 года вплоть до 7 октября, когда по понятным причинам страна встала на другие рельсы. И вот когда я говорю о масштабе протестов, я, в общем-то, сравниваю с теми протестами 23 года, потому что тогда, в общем, известно, сколько людей выходило.
Ну, все равно выходило Э, очень много. Я помню, что тогда уже речь шла о каких-то Очень-очень. 250 000, 300 Нет, 000. 250 это было немного. Да, Все-таки да, я люди. помню. Я принимала участие даже в парочке таких протестов. Они были каждую субботу. Тут надо понимать, что один выходной в неделю, грубо говоря, в Израиле, 1,5 дня, в общем-то. И люди ходили на эти протесты как на работу каждую субботу. Не то, что там один какой-то большой, все собрались, там вышли, какая-то, не знаю, что Болотная площадь или Вашингтон, там люди приехали, и все. Нет, каждую субботу и некоторые мои друзья от семьи отправляли одного делегата, чтобы каждую неделю кто-то от семьи присутствовал на этих протестах. И когда я была в Израиле в 23-м году, я тоже ходила посмотреть на это все своими глазами хотя бы. То есть вот, поэтому да. Потом было 7 октября, и Я хочу добавить еще. Значит, во-первых, кроме того, что каждую субботу в начале года, вплоть до весны, были протесты и посреди недели, это было, называлось День помех. И, что самое главное, законы, которые они собирались принять в течение 3 месяцев, приняты не были. Они были заморожены. Причем заморожены буквально в последнюю минуту. Как бы для принятия закона требуется 3 чтения. Они были за них проголосовали во втором. Уже оказалось, что все потеряно, и они их остановили именно из-за протеста. Это известно, на эту тему есть соответствующие сливы, даже если бы это не было понятно. Самым большим протестом была так называемая «Ночь Галланта», когда Нетаньяху решил уволить своего министра обороны, выступившего против этой реформы. Протесты шли практически всю ночь, потом продолжались днем, началась забастовка. И таким образом протесты, реформа была остановлена. Я это всегда не, как бы очень стараюсь подчеркивать, потому что очень многие люди говорят, что протесты не работают, Нетаньяху нет до них дела. Если, скажем, ему бы не было до них дела, он бы не пытался так активно с ними бороться, а он с ними борется очень сильно. И это очень хорошо видно именно, если мы перескочим, да, на 7 октября, то, что происходило после него. После него, естественно, вся общественная активность перешла на помощь пострадавшим, на помощь армии, как бы политическая борьба была на время приостановлена. Но как бы остались инфраструктуры протестные, да, все эти WhatsApp-группы, обмен сообщениями и так далее. И я не знаю, стоит ли как бы сейчас об этом говорить, что, собственно, происходило в первые дни после 7 октября с точки зрения правительства, семей похищенных и так далее. Дело в том, что буквально позавчера у нас вышла программа очередная расследовательская Равива Друккера. Равив Друккер – это очень-очень информированный израильский журналист. Если кто помнит Биби Файлз, вот это он. Да, он же даже был на каком-то фестивале, да, Биби Файлз, про дела Нетаньяху, да, в том числе сливы с его допросов. Мгм. И там он рассказывает про первые дни, и он говорит удивительные вещи. Ну что значит он? Ему удалось проинтервьюировать очень знающих людей, в том числе Мэтью Миллера, который был пресс-секретарем Госдепартамента. Я хочу немножко вернуться в те страшные дни. Дело в том, что, я не знаю, у меня произошла ретравматизация, когда я начала смотреть этот фильм. Казалось бы, мне казалось, да, что нового я могу узнать. И там говорится совершенно удивительные вещи. Точнее, это было до сих пор существовало в виде слухов, но я никогда не видела подтверждений. И вот Мэтью Миллер своим, так сказать, словами через рот говорит, что буквально в первые дни, в то время, когда Блинкен наносил визит на Ближний Восток, ему передали, что Хамас уже выдвинул Израилю предложение вернуть всех похищенных, но Израиль вообще никак на него не отреагировал. И Мэтью Миллер сам решил этим заняться, точнее Блинкен сам решил этим заняться, и он тоже не получил никакой реакции. И А это что они в ответ комментирует. хотели? Ну, понятно же, что они не просто предложили отдать заложников, они хотели Они выпустить из хотели, тюрьмы, наверное, всех там да, хамасников, да, или да, кто там держит. нет, не хамасников, всех заключенных, это далеко не только хамасники. Такая была формула всех на всех, она витала в воздухе, как бы, но я никогда не видела ее, кстати, документального подтверждения. Мгм. Вот. Правительство не то, что на это не отреагировало, оно никогда об этом не говорило. И, в общем-то, понятно почему. Потому что если бы люди узнали, что в первый же день правительству сделали такое предложение, они бы это просто не поняли. У меня лично, я не знаю, я, наверное, человек очень наивный, я, наверное, такой помру. Но
в первые дни после 7 октября мне казалось, что просто невозможно, не может такого быть, что сейчас все усилия не будут направлены на освобождение похищенных. Потому что начать войну, отомстить Хамас мы всегда успеем, Хамас никуда не денется. А там люди, там 250 человек, там маленькие дети, там раненые, там подростки, там старики, которых вытащили из дома, их протащили по этим жутким туннелям. Они пережили ужас во время этих событий, да, то есть пока их там осаждали в домах. И эти люди там сейчас перепуганные, в ужасе, неизвестно где, в этих туннелях. Неужели мы не сделаем все, чтобы их освободить дальше? Больше половины из них обладала иностранным гражданством. То есть можно было составить совершенно потрясающую международную коалицию, которая бы развела все возможное давление на Хамас, на Катар, на кого угодно, чтобы добыть похищенных. Что оказалось, что это, чтобы такая возможность была, но это просто не произошло. И я помню, когда я как бы немного пришла в себя после всех этих событий, немножко отошла, как бы в первые дни все было погружено в том, что собирать истории и помогать пострадавшим, помогать осиротевшим детям, собирать для них все и так далее. Я вышла из дома, я наткнулась на вот эти плакаты «Якобы на НАЦЕК», «Вместе победим». Я подумала, господи, о чем они говорят? Что значит победим? Надо спасать, надо не побеждать, надо спасать. Но, по-видимому, в то время я была в меньшинстве, я как-то совершенно не считала эти настроения. И как передают люди, близкие к правительству, как бы они вообще тогда не думали о похищенных, просто не думали. У них в головах было только месть. И у армии, и у правительства в этом смысле было единодушие. И в первые же дни, когда образовался штаб семей похищенных, а он образовался потому, что люди просто пытались понять, что с их родными, они погибли, они пропали, они где-то, их тела, они похищены, это что никто не знал. Это информацию собирали по клочку, по чьим-то телефонам, по чьим-то звонкам, по чьим-то видеозаписям. Это всем занимались на общественных началах, всем занимался то, что стало штабом семей похищенных. И с первых же дней Нетаньяху пытался расколоть этот штаб. То есть с самых первых дней уже обозначилось две линии. Одна ястребиная, мы прежде всего должны там уничтожить Хамас или свалить власть Хамаса, или победить Хамас, как бы это ни называлось. А другая линия была за спасение похищенных. И как-то очень быстро это оказалось, что это совершенно параллельные прямые. И я помню, у нас образовались такие небольшие группы, где-то в 1,5 десятка городов, и мы каждый день, это буквально уже через неделю после 7 октября, мы каждый день выходили в один и тот же час на улицу небольшими группками с этими плакатами. И я туда выходила вплоть до первой сделки в ноябре. Как-то с самого начала обозначился вот этот конфликт. И Нетаньяху сразу же тогда начал действовать против семей похищенных. Он начал их раскалывать. Нашлось несколько семей, сначала их было 3, потом стало 5, которые образовали форум Тиква, которые были против сделки, которые считали, что нужно действовать только через военное давление. И, в общем-то, это были семьи идеологические. Это были семьи Ну, людей из... я могу добавить, опять же, для зрителей, которые не знают некоторые предыстории, что достаточно большое количество, процент израильского, так сказать, политического спектра с правой стороны, с религиозной стороны и так далее, для них вот эта вся история с заложниками, она напоминает историю с Гиладом Шалитом, которого обменяли на огромное там какое-то количество, да, заключенных, и вот теперь они говорят, что вот часть этих заключенных теперь, значит, чуть ли не участвовала в 7 октября, там, ну, метафорически говоря, я не знаю, это конкретно. Ну, Синуар, тогда был сложный Синуар, да, то есть, значит, да, и поэтому никаких, вот вы видите, мы ради этого одного спасли парня, значит, что мы получили в ответ, поэтому никаких теперь обменов, никаких выпусканий там террористов на волю и так далее. То есть это вот одна из основных, я так понимаю, движущих сил вот этой той части, которая не поддерживает сделки. Я тебя вынуждена исправить. Это скорее аргументы светских, да, что если мы отпустим, и будет без конца похищать, то есть увидят, что Израиль... Из правого сектора. Это, я бы сказала, центры права. Что касается вот этих семей, в частности, там был такой человек Либман, у которого сын считался похищенным, но потом оказался он погиб. Это
крыло, то, что называется машихистское, то есть люди, которые выступают за обретение всей земли Израиля, это лагерь Смотрича, Ридструк и других. У них цели гораздо, причины гораздо более, так сказать, для них важные и менее конкретные. Скажем, в конце Мгм. декабря 23 года, уже после первой сделки по похищенным, они были очень против этой сделки, лагерь Смотрича, они грозили развалить правительство, они провели конференцию, в которой участвовала четверть депутатов Кнессета, половина депутатов коалиции и большое количество министров. Конференция была посвящена заселению Газа. Да, То есть сразу, они уже ее делили. Да, это да. было в декабре 23-го, через 2 месяца после 7 октября. То есть тут надо понимать, что для этой категории людей 7 октября погибшие люди, похищенные люди. Это все, в общем-то, для них очень хороший предлог вернуться в Газу, Это, восстановить поселение в Газе. И надо понимать, что это часть коалиции, это часть правительства, она, на самом деле, она очень мало представлена в обществе, то есть там, скажем так, у нее непропорциональное правительство во власти, да. но эта часть очень сильно направляет войну. И когда они каждый раз, когда речь идет о сделке, они грозятся выйти из правительства, иногда даже выходят, как вот во время последней сделки, она же вторая в начале года демонстративно вышел Бен-Гвир. Вот это интересно, то, Вот, что ты, кстати, сказала, что еще раз, да, давайте вдумаемся в это, то есть, что власть этой части коалиции в Кнессете, она непропорционально большая по отношению к настроениям в обществе в израильском в целом. Это достаточно важная мысль, которая, в общем-то, потому что очень много на Западе, скажем так, среди либералов, среди евреев-либералов и так далее, всегда есть этот вопрос, а что реально думают люди в Израиле, потому что мы слышим эти ужасные выступления Смотричей там с Бенгвирами, да, из Кнессета и прочее. Мы видим, что говорит Нетаньягу и все эти прочие вещи, но что реально думают люди, вот это вот не очень понятно. И то, что ты вот сейчас ну, сказала про то, что они уже к концу декабря прям делили там газу, да, есть такое русское выражение, кому война, а кому мать родна. Вот это вот, абсолютно, да. да, вот Не для просто этих людей это всегда будет так. То есть для этой части израильского политического спектра, ультраправой, которая, вот мы с тобой шутили в прошлой нашей передаче от Нила до Ефрата, да, вот в такой, для этой части они искали эту возможность, как бы, так сказать, все это взять обратно в карман, вернуть. независимо от 7 октября. Поэтому да, но тут важно вот насколько люди, и мне кажется, возвращаясь к этим протестам, если вот ты говоришь опять там под 500 тысяч, миллион человек, 10 миллионов населения Израиля, если из этого 10 миллионов населения вычесть некоторые части, которые, в общем-то, всегда предсказуемо и понятно голосуют и будут себя вести, и думают и так далее, то окажется еще больший процент израильского общества на самом деле участвует в этих протестах. Да, безусловно, всегда говорят, что если один человек на протесте, да, то как бы как минимум 5 человек его поддерживают, да, его Да. семья, да, вот ты говорила, один представитель семьи, его друзья, те, кто в этот день работали или болели, или что-то в этом роде. Ну и То есть, есть естественно, этот религиозный сектор, которому вопросов нет никаких, потому что они руководствуются, так сказать, вообще другой, не гуманистической, не конституционной, да, там не западной демократической повесткой, хотя все очень любят Израиль называть единственной демократией там на Ближнем Востоке, да, но там есть часть общества, которая вообще эта демократия, так сказать, совершенно параллельно их мировоззрению происходит. И если вычесть их, то еще больше окажется. да, безусловно, смотри, я могу сказать так, сделку сейчас поддерживает 80% населения. И мы шли к этому очень долго. Например, в январе 24 года, то есть в прошлом году, сделку поддерживала треть населения. Но как бы чем дальше идет война, чем больше погибших заложников, чем больше погибших солдат, да, чем больше люди устают от войны, тем больше они поддерживают сделку. И сейчас это определенные 80%. И да, сейчас здесь существует огромный конфликт между, с одной стороны, обществом, с другой стороны, Нетаньяху, его коалицией. Более того, между армией и коалицией, потому что сейчас
начальник Генштаба практически открыто выступал против продолжения военной операции, против новой военной операции по захвату Газа-Сити. Да, То армия, есть кстати. армия Вот все... интересно настроение армии, да, вот в этом смысле, потому что это чуть ли не одна из главных вещей, правильно? Я уже знаю, что резервисты отказываются там идти Да, в Газу. сейчас очень, не очень недоукомплектованы, уже с этой весны говорили, что комплектованы на 50-60%. Это не обязательно по идейным соображениям, это просто люди устали, потому что мы говорили, кто такие резервисты? Это люди взрослые, с семьями, с работы, и вот их отрывают от этой работы и бросают в Газу. Это люди уже отслужили там по 300 дней, больше. Они теряют работу, у них рушатся семьи, они просто уже не выносят в этом режиме. То есть Да, что такое армия, которая... даже мой То есть родной армия, брат, я, которая... я говорила уже в прошлом эфире, что у меня родной брат, да, он был резервистом не в Газе, а на военной базе, но тем не менее человеку там 40 лет, да, у него была работа, вместо этого он там год сидел на этой базе, где там помогал армии, но после 7 октября, естественно, это без вопросов все было, но через год стал вопрос, а дальше что, собственно говоря. Конечно, смотри, что такое армия, которая держится на резервистах? Да, Значит, она не может себе позволить долгую войну, да? Потому что да. резервисты, ну, ты призываешь, ну, скажем, раз в году, на неделю-две, да? Кроме особых частей, да, скажем, летчики, боевая разведка, всякие элитные части, да, они служат больше, но обычные части, да, связисты, пехота, танки, да, они служат там, скажем, максимум месяц в году. Да, ну вот война, да, их призвали, скажем, еще на месяц, на два, ну как бы, ну у них же есть собственная жизнь. Так что это не только из идейных соображений, и не из-за того, что эта война уже все больше считается преступной, да, а просто они устали. Они просто устали, они не видят цели, да, они говорят, мы пришли 7 октября, мы бросились, не дожидаясь повестки, мы бросились на призывные пункты, мы бросились в этой фазе помогать людям. Но сейчас мы уже не видим в этом смысла. Да. Вот, так что да, есть усталость резерва, есть армия, которая... Ты же понимаешь, что действующая армия, да, действующие офицеры, они не могут вслух высказывать политические мнения, да? Поэтому, в общем-то, это идет намеками, это идет какими-то сливами заседаний. Но да, начальник Генштаба был, насколько я понимаю, сильно против этой операции. Начальник ВВС уже считает, что мы слишком много бомбим, и он ограничивает начальника Южного округа. И начальник Южного округа устраивает ему из-за этого такой скандал, что начальник Генштаба Замир отключает его в зуме, выключает ему звук. Да, то есть начальник ВВС говорит, мы очень много бомбим, у нас огромное количество коллатеральных жертв, это не может так продолжаться. И так далее. То есть есть безусловно, кризис. Но понятно, что все это разговоры, когда доходит до дела, естественно, Замир вводит танки, начальник Генштаба Замир, он уже вводит танки в Газу, потому что ничего поделать. В Газа-Сити я имею. Да. И Вот сейчас идет расскажи нам, что операция. сейчас в Газе происходит. А сейчас туда заходят танки. Смотри, давай так, значит, что такое Газа-Сити? Там сейчас собрано 500 000 человек, частично жители города, частично беженцы. С Газа-Сити уже была эвакуация, насколько я помню. Это вообще очень странная война. Непонятно, как бы люди идут туда, люди идут сюда. Насколько я помню, мы Газа-Сити уже брали и даже там что-то сильно разрушали правительственные здания, здания суда. Еще из этого был скандал, потому что на такие вещи нужно разрешение верховного командора. Сейчас объявлена эвакуация из города Газа. И уже туда, в район Зайтун, уже заходят танки. То есть, по В сути, чем? если мы думаем, ну вот Газа, да, это такой удлиненный кусок земли вдоль моря, от египетской границы и до, грубо говоря, там дальних пригородов Ашкелона, там, да, скажем так, ну, грубо говоря, Окей. да, очень. Сдерот, да. И северная часть, что происходит? То есть, где Газа-Сити где-то посередине находится, правильно? Газа-Сити, да, ближе к северу. Э, И как бы считалось, что там задержатся похищенные, и поэтому ее до сих пор сильно не штурмовали. И вот сейчас они штурмуют Газа-Сити. Смотри, на самом деле это все непонятно, потому что год назад, больше года, да, весной, прошлой весной нам говорили Рафиях. Нам обязательно нужно взять Рафиях, там осталось 4 батальона Хамас, мы возьмем Рафиях, север уже мы взяли, сейчас нам осталось взять юг, и все. Это совершенно непонятно, куда будут деваться жители, потому что на север продолжали не пускать, да, как их выгнали в начале войны, так их продолжали эвакуировать, так их продолжали не пускать. И
В Рафиехе скопились практически все беженцы, и их оттуда должны были как-то выдавить. Собственно, поэтому американское правительство было так против операции в Рафиехе. И нам говорили, там осталось 4 батальона, все, мы возьмем Рафиех, и все, Газа наш. Теперь Мгм. оказалось внезапно, что у нас еще осталось Газа-Сити, но еще несколько лагерей беженцев. То есть лагерей, в которых, два лагеря, в которых, собственно, скопилось все это население Газа. И они не могут, ну, естественно, понятно, что они не могут уйти в Израиль, и понятно, что они не могут уйти в Это Египет, Израиль. потому что граница с Египтом тоже перекрыта, и многие говорят, а почему Египет их к себе не пустит? Вот два слова. Ты можешь сказать, почему Египет их к себе не Давай я скажу два слова. Что пустит? значит Египет и к себе не пустит? Египет отказывается принять 2 миллиона жителей Газы, потому что он не готов принять 2 миллиона жителей Газы, в том числе потому что как бы есть сильные подозрения, мы с этого начали. Да? Кстати, ты вот говорила, кому война, кому мать родная, я просто хотела привести несколько цитат. Одна из первых вещей, которую как бы, увидела в Фейсбуке после 7 октября, это скоро мы будем пить кофе в Невет-Калим. То есть люди уже мечтали, как бы, что они сейчас вернутся. Рид Струк назвал это временем чудес. Один из армейских раввинов сказал, что если бы не погибшие, этот октябрь был бы самым счастливым месяцем. То есть они не скрывали это, никогда это не Он скрывали. предложил То есть, построить там казино или я не знаю что там, да, 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 Ривьеру. курорты. Ага. Да, в общем-то, они это никогда не скрывали. Удивительно, что как бы израильтяне в общей массе очень долго как бы пытались это не замечать. Что на самом деле, если мы возьмем в сухом остатке все, что происходит в Газе, все эти хождения армии туда-сюда, на самом деле происходит выселение населения в какие-то маленькие точки. Да? И если сейчас четверть населения оставалось в Газа-Сити, сейчас оно будет оттуда эвакуировано. То есть на самом деле идет зачистка. И с одной стороны, парадоксально, Израиль контролирует несколько осей, разделяющих Газу поперек, ось Нецарим и ось Мора. Он контролирует практически всю северную часть. Считается, что он контролирует от 70 до 80% территории. С другой стороны, что такое вы контролируете территорию? Мы, по-моему, с тобой в прошлый раз об этом говорили. Вы там устанавливаете какой-то режим, да? То, что называется военный режим, Мгм. оккупационный режим. То есть вы обеспечиваете население какими-то минимальными услугами. Да, Это за не оккупацию, происходит. между прочим, очевидное, но невероятное, отвечает тот, кто оккупирует. То есть все эти Естественно. разговоры, почему мы должны кормить и поить там условно жителей Газа и так далее, потому что если вы их оккупируете, то вы должны это делать. Ой, ты смотри, какая интересная вещь. Дело в том, что на той территории, которую мы оккупируем, оттуда же было эвакуировано население. То есть на самом деле, как бы, там остается минимум людей. Большинство действительно в этих лагерях и в Газа-Сити, которые мы не оккупируем, поэтому как бы формально мы не несем за них ответственность. Это совершенно гениальная мысль. Да, да. Вот, и когда говорят, что Хамас грабит помощь, то есть у меня сразу вопрос, ребята, вы контролируете эту территорию, вы контролируете 70-80% территории, что значит Хамас грабит, а где вы в это время? То есть у нас очень интересно, как бы мы контролируем, как бы да, контролируем, как бы не контролируем. Мгм. Итак, возвращаясь как бы к Египту, Да. как бы есть сильные подозрения у очень многих, что основная цель этой операции действительно, если не выселить людей из Газа совсем, жителей Газа, то сосредоточить их вот на этом маленьком клочке земли, а на остальной территории действительно застроить. И смотри, на самом деле, это все теория конспирации, это все происходит, более того, об этом открыто говорят. В северной части Газа, все наверняка видели эти фото, там просто сносятся методически все здания. То есть Да, там да, равняют пространство, чтобы жителям конечно, некуда было вернуться. конечно. То есть это операция по выселению. Что теперь, возвращаясь к Египту? Во-первых, Египет уже принимал беженцев в 1948 году. И им не дали вернуться. То есть если Египет примет беженцев, это будет приравнено к помощи в этнической чистке. Далее, если Египет скажет, хорошо, мы возьмем временно эти 2 миллиона, притворимся, что это временно, Израиль начнет их выдавливать с удвоенной силой. То есть он скажет, окей, вы берете? Берите. Что на самом деле происходит? Извини, я Во-первых, слышала еще один момент. На самом деле, опять же, не знаю, насколько это правда или нет, но в аналитике, которую я читала, Египет тоже не самостоятельный игрок во всей этой истории. Он не будет делать что-то поперек Америки и поперек
Западу и поперек Израилю тоже. Он не хочет этой конфронтации. И совершенно не факт, что Америка хочет, чтобы Египет забрал этих жителей. То есть облегчать эту ситуацию, судя по всему, особо никто не горит желанием. То есть это должен Слушайте, быть в общем, да, международный договор о том, что будет кто безусловно, делать. Да, не просто безусловно, они скажут, ну это завтра все, так хорошо, сказать, сейчас мы да. откроем границу. Если бы они могли просто открыть границу, Израиль же тоже контролирует там довольно много, туда не могут люди Вот, просто ходить да, туда-сюда. давай, да, вот как раз об этом. Да. С мая прошлого года Израиль контролирует КПП Рафех, то есть М, переход в Египет. То есть да, поэтому как бы разговор о том, кто кого пропускает, он немного странный. То есть это Израиль должен пропускать. конечно. Более того, вплоть до февраля этого года КПП Рафех был наглухо закрыт. Дальше, что значит принимать, не принимать? Египет принимает гуманитарные случаи, Египет принимает больных, Египет принимает детей. Он принял уже несколько тысяч в общей сложности тяжелобольных и их сопровождающих. Там постоянно на границе, там дежурят машины скорой помощи, или как, ну, в общем, машины, которые перевозят раненых. Но, опять же, большие проблемы именно с израильской стороны. И недавно мне попалась как раз прошлогодний заголовок о том, что Нетаньяху затормозил вывоз группы больных детей в Египет, о котором уже было договорено. А надо понять, что договорено – это очень сложная логистика, потому что в Газе как бы вообще очень сложно перемещаться и небезопасно, и там нет бензина. То есть каждая такая задержка – это не просто там хорошо будет через неделю, это может быть решающим. Затормозил из-за обстрела Маджель-Шамса из Ливана. Многие спросят, какая связь? Никакой. Арабы. Это арабы. То есть это выезд из Газы через Рафиях, через другую границу полностью контролирует Израиль. Да. Это, кстати, Поэтому тоже говорить аргумент, когда мне все время говорят, ну вот, Израиль же ушел из Газы в каком там году, 2000 каком? в 2005. Пятом. И 20 лет у них было, чтобы построить там свою ривьеру, и чтобы там было, значит, процветание и полное свое государство. Кто им не давал? Ну, как кто им не давал? Ну, то есть там просто то есть был полный контроль всех границ, включая с моря. Никто, естественно, не мог выйти, въехать, заехать и выехать. Все абсолютно товары, грузы, все контролировалось. Никто им свое государство там строить не предлагал, безусловно. Никакого гражданства им никто не давал. То есть это было просто, так сказать, гетто, грубо говоря. Я тебе Огромное больше гетто. скажу, да. Газа никогда не считала себя отдельным государством, Да, независимым отдельным государством. от Газа это палестинской часть, автономии, да. да, да, Газа это часть Палестины. Это как типа Донбасс, да, там произошел переворот. Но это не очень удачный пример, потому что в Донбассе как раз произошел захват внешних сил. В общем, это отколовшаяся часть, она Более того, эти-то параллели напрашиваются, но они, конечно же, не работают, потому что Россия, страшно сказать, при всей нашей ненависти к России, да, когда захватывает территории, те люди, которые там остаются и говорят, да, мы хотим быть в России, они тут же получают паспорта, они тут же получают все да. права, они тут же становятся россиянами. Это кошмарная ситуация, они не должны, естественно, оккупировать части другого государства, но даже они не додумались до того, что можно просто сделать гетто, никому ничего не дать, люди без прав, без гражданств, без ничего вообще живут полностью под контролем. Ну, то есть, как бы даже это несравнимая ситуация. Да, потому что разные цели, смотри, потому что Путин хочет территорию с населением, а мы хотим территорию как без населения. Вот, давай еще вспомним, что Газа – это вообще 6% территории палестинской автономии. Да? Это крошечная полоска. Там произошел переворот. С тех пор она полностью отгорожена от всего. Никто не собирался там строить государство. Там Да. функционировало правительство Хамас. Кое-как оно функционировало. И при этом оно во многом, кстати, зависело от Рамаллы, о чем многие как бы забывают или не знают. И да, блокада, которую ввел Израиль, Египет был с ней синхронизирован. Именно потому, что Израиль с Египтом мирный договор. Если какая-то страна объявляет блокаду, ее союзники должны и не могут ее нарушать, не имеют права ее нарушать. Вот и все. Тут нет никаких хитростей. При размежевании был заключен трехсторонний договор между Египтом, палестинской автономией и Израилем в пользовании КПП Рафиях, кто будет им управлять и так далее. Но после переворота это все стало неактуально. И Египет закрывает Рафех синхронизированно с Израилем. Еще я хочу сказать одну вещь про Рафех, которую почему-то очень многие упускают. Рафех никогда не был грузовым терминалом. Это КПП, предназначенный для легковых автомобилей. И
пешего перехода, ну, если кто-то хочет. Там никогда не было возможности. Об этом недавно, кстати, была большая статья Financial Times, которую написали два американских представителя, один по гуманитарным вопросам, я не помню, которые об этом прямо пишут. РФЕХ никогда не был предназначен для большого импорта-экспорта грузов. Да. Они, кстати, очень подробно описывают, как администрация Байдена последовательно не давала Израилю заморить газу голода. Ну, Какие они зато у принимали для Байдена этого теперь, меры? да, правы, теперь за это Израиль, то есть Байдена чморят, что он, значит, чуть ли не продал Израиль, хотя он ему очень много, на самом деле, помогал, и после 7 октября очень много помогал, и авианосец пригнал и сказал, так сказать, свое «нет», Донт. да, «донт» знаменито, и очень много, так сказать, и военную помощь давал, и все что угодно давал, но когда уже там дошло до какой-то точки кипения, он сказал, что, ну, может быть, чуть-чуть, немножко надо как-то успокоиться и прикрутить все. Значит, он предатель, он ничего нам не помогал и так далее. Мне, как украинке, я просто мечтала бы, чтобы Байден так не помогал Как не Украине, как он помогал. не помогал Израилю. Да, потому что тогда бы уже Украина уже бы давно победила, по-моему, если бы он все так сделал. С Украиной, как он На самом держит. деле, там очень интересная тема. Дело в том, что первым, кто сказал после 7 октября, что туда не попадет ни крошки еды, ни капли воды, ни капли бензина, был министр обороны Галланд. И это поддержал даже Яир Галан, который считается самым оппозиционным, самым левым из еврейских политиков. И тот же Галланд первым согласился на аргументы американцев, что если в Газе начнется реальный голод, если там будет такая жесткая блокада, а первые пару месяцев там действительно была очень жесткая блокада, я еще говорю про 23-й, да, собственно, тогда же был подан иск в Гаагу, и это было главным аргументом. И Галанту сказали, смотри, как бы, если это продолжится, ты просто не будешь получать никакой военной помощи ни от одной европейской страны. Допустим, мы-то тебя поддержим, но нас одних не хватит. И Галланд был первым, кто занимался этим открытием КПП, организацией, вот всей этой логистикой, как будет проникать помощь, это все было абсолютно тривиально. Как работала охрана, как работала защита и так далее. Это был первым именно Галланд, и именно по соображениям безопасности, потому что, ну, вот европейцы, скажем, они тупые, они не понимают, что вот людей можно просто морить голодом ради своих целей. Тем более, что это не работает. То Да. есть, когда Ну, я люди прочитала говорят, очень грустную вчера от кого-то цитату, что, это может быть от тебя даже, что в каком смысле мы воюем до последнего хамасовца, последний хамасовец еще не родился. Не помню, нет, это это не ты от был? меня, но Это ты была, да? нет, это не Ну, я, вот, но, окей. То есть, потому что, да, да, а чем больше это сейчас происходит, тем больше, соответственно, родится хамасовцев. да, безусловно. То есть не обязательно это будут именно хамасовцы, да, но понятно, что Ну, будет очень много да. ненависти и желания мести. Я обычно говорю, что это происходит раз в поколение. Потому что каждое следующее поколение, оно хочет отомстить. И понятно, что Да. оно растет в ненависти. Печально очень это Вот. все, конечно. Но речь даже, да, речь даже не о таких далеко идущих планах, но, в общем-то, речь о том, что все это все эти методы, которые называются развить военное давление на Хамас или лишить Хамас продовольствия и так далее, проблема в том, что они не работают. Проблема в том, что после этого Хамас возвращается с более жесткими требованиями. И к моему полному шоку в июле э, обсуждалась сделка, причем это было настолько невероятно, что даже как-то сразу ты не осознала. Обсуждалась примерно та же сделка, которую прервали в марте, но с освобождением ограниченного числа похищенных. То есть вот это был наш прогресс, этого мы добились. Мы устроили в Газе реальный голод, и не надо выдумывать, что там где-то фото из Йемена, или это дети больные. Понятно, что больные прежде всего страдают. Вот не надо это все выдумывать. И сейчас на днях уже он окончательно подтвердил, что да, в Газе состояние голода, мы все это устроили, мы в очередной раз стали прокаженными. Все это для того, чтобы Хамас на тех же условиях соглашался освободить 10 похищенных вместо 50 вместо 20 живых, как это должно было быть в марте, вот этого мы добились. Да. Да?
А То потому есть что это Хамас еще это ничего не нечего дает. терять, они же не понимают, ну как бы, да, вы воюете действительно с террористической организацией, которой терять нечего, все это только усиливает ее позиции, то, что происходит. Скажем так, это усиливает ее желание, так же, как у Нетаньяху. Смотри, когда ты начинаешь войну, ты хочешь показать своему народу, а вопреки тому, что говорят очень многие, Хамас – это организация, очень зависящая от настроения населения, очень зависящая от поддержки. Так же, как, в общем-то, правительство Израиля. Когда вы начинаете войну, когда вы продолжаете войну, вы считаете, что вы должны в конце сказать своему населению, это было ради вот этого. Да? Вот смотрите, мы очень страдали, мы добились вот этого. Для Хамаса это, скажем, освобождение заключенных. Это очень важная тема. Это очень важная тема для палестинцев. Для Израиля возвращение похищенных. То есть каждый из лидеров должен принести какую-то прибыль своей стране, да, и когда ему это не удается, он будет жать сильнее. Да. Это, собственно, то, Ну что и происходит. какой сейчас статус? То есть сейчас они пытаются захватить Газа-Сити, правильно, и с переменным успехом. Что дальше? Я думаю, что они захватят, как бы, потому что на самом деле они не встречают же сопротивление. Потому что Хамас, он же не воюет как армия, он воюет как партизаны, да, и об этом, кстати, тоже говорят военные, что когда мы уже перешли в стадию партизанской войны, там уже нечего, мы не поймаем последнего хамасовца, мы не изымем последний калашников. Да, да, они будут выскакивать из туннелей. Борьба с партизанами может продолжаться еще несколько лет, это зависит от того, насколько далеко мы готовы зайти в Ну, этой мы борьбе. Афганистан все видели, последние Да, 50 лет да. наблюдаем, да? То есть, скажем так, Сталин победил сопротивление западных украинцев, да, после Второй мировой. Но то Сталин, да, у него как бы, он не будет действовать такими методами, как Сталин. Да и западные украинцы А, это не Хамас были. То есть, да, да, они, так сказать, в общем-то, в тоннелях не сидели там, да, ну и в лесах сидели. вырытых Ну, в общем, профессионально. было достаточно серьезное сопротивление. Но, в Ну общем, чтобы да, победить. но это во-первых, это численно не сравнивается, это никак не Да. сравнивается, и они не были прикрыты таким количеством населения, которое... и Сталина, во-первых, мирное население вообще не волновало, в принципе. Вот. Вот именно. То есть, как Да. бы мы не можем дойти до такого, мы очень стараемся, но все равно мы не можем дойти до такого ледоедства, до которого дошел Сталин. В любом случае, все знают, что партизанская борьбу, она может идти годами, тем более при поддержке населения. То есть захватить мы можем, потому что мы обычно не встречаем, что такое мы захватили. Мы Рафет захватили за один день. Просто вошли танки и дошли до границы. Итак, Да. но что нам это дает? Что нам это дает? Ты, наверное, знаешь. Я не знаю, многие ли знают, многие ли... Потому что это поразительно. Вот я когда смотрю этих Шендеровичей, и там даже Макаревич... Не знаю, мне сейчас говорят не ругать Шендеровича, потому что он исправляется, но у меня такой символический Шендерович. Это такой, Никто короче, из них никогда не исправит. Они все несут одну и ту же пургу по кругу, поэтому мы короче, даже... Да. Короче, что я хочу сказать, это как бы бывший российский либерал, который такой вообще, что прессу не читает вообще, я не знаю, что он читает. Он повторит какие-то штампы, которые не имеют отношения ни к чему. Например, Шендерович несколько раз заявил, по-видимому, это не оговорка, что Израиль воюет с палестинской автономией. Внезапно. Они не знают, где Хамас, где палестинская автономия, да, что это вообще такое. Что Газа это вообще 6%, как мы говорили, палестинской территории, что есть еще вообще западный берег, там власть палестинской администрации, никто не знает. Они повторяют вот эти странные вещи, Слушай, что когда ты говорят про хочешь, голод. если война с Ливаном и Сирией, которая, в общем-то, была в начале, которая была в 23-24 году после этой истории, это все для очень многих в мире, в их головах, это все была одна и та же война. Не, ну, в Сирии, в общем-то, войны как раз не было. Ну, не война, ну, когда они там Мы попытались немножко там туда, мы немножко туда вошли. Мы немножко войти, туда да. вошли Вот, после и того, как... чуть-чуть там демилитаризировать и денацифицировать немножко. Но с Ливаном же, да, все это было сразу же. Это все в головах людей была одна и та же война. Вот произошло там 7 октября, и теперь мы воюем с Ливаном. Что с Ливаном? Понятно, что есть, безусловно, какие-то исторические причины, почему это все происходит. Взаимосвязь есть, Взаимосвязь. безусловно, Но да. это, да, это не про Ливан, это не продолжение газа. Ну, то есть... Ну да, в общем, они повторяют какие-то безумные штампы. Я не знаю, откуда они их берут. Потому что, как бы, в прессе есть факты. Они могут освещаться своеобразно, они могут подаваться своеобразно, их может вообще не быть. Но те, что есть, им, в общем-то, можно верить. Если смотреть нетто без трактовок, да, что мы видим нетто без трактовок, что все эти разговоры, они могут просто отдать похищенных. Ну, я не говорю, кто они, 2 миллиона человек, можно подумать, что по Газе развешено объявление, похищенные там-то, если кто хочет их вернуть, обращайтесь вот в такой-то туннель, да, поворот налево, да, как будто эти люди, они знают, где похищены.
Но дело даже не в этом. Даже если Хамас вернет похищенных, что нам говорит Нетаньяху? Мы будем все равно бороться, воевать до полной победы над Хамас. Извините, а какой-то дал Хамас стимул Конечно, возвращать похищенных? так в этом-то Потому весь что до сих смысл. пор, да, потому что до сих пор все, что удерживало Израиль в полной оккупации, это именно похищенные. Тем более, Теперь, что значит, с таким количеством жертв и того, что уже произошло, и разрухи и так далее, ставки же повышаются, то есть им все меньше и да, меньше да, терять. да, это как раз то, Поэтому, что да. мы говорили. Мы должны принести какой-то результат, хоть какой-то. Мы должны сказать народу, смотрите, мы это делали не зря. Да, мы не зря, скажем, сидели во время войны с Ираном, не зря нам дома рушились на голову. Мы от этого что-то получили. Что мы получили, как бы, тема странная. Я так поняла, что вас уволили главу Пентагона, который считал, что как бы мы не очень получили, да? И как я Да, сбитая. я, Всякие всякие. это сейчас, да, развивающаяся такая история, значит, то есть уволили главу Пентагона за то, что он несколько недель назад написал, то ли он был главой этого доклада, то ли он в нем участвовал, что в Иране не до конца разбомбили ядерную программу. Он такую радикальную мысль посмел высказать, и за это его уволили. Более Якобы. того, у нас сейчас такой радостью Развивающаяся говорят, история, сейчас не знаю, чем кончится, но похоже, да. у нас с такой радостью говорят, иранская проблема, иранская атомная программа, ядерная программа отброшена на целый год. Типа, алло, то есть через год мы опять через все это будем проходить, потому что это были не шутки. Да, Людей а тут бомбили, просто людям... даже сказать, что это не какая-то потрясающая там полная победа, и мы их в этот сам в каменный век там вернули, все, увольняю главу Пентагона. Нет, ну то, что в Америке происходит в политике, это мы даже с тобой сейчас начинать не будем, потому что это еще на 2 часа будут разговоры. Вот, но у нас тут очень происходят нехорошие вещи в этом плане, да. И Израиль, кстати, естественно, что для меня очень больно и печально, используют как жупел и как фишку, разменную монету, и используют израильскую политику, используют антисемитские, в кавычках, настроения, то есть антиизраильские настроения, за которые здесь уже начались репрессии в Америке, и все это, как я считаю, очень сильно выйдет боком Это евреям в ужасно. будущем. Это ужасно, да. Вот, но это Ты знаешь, отдельно как бы тема, да. Говори, говори. мы иногда говорили с Аркадием в своих левых мыслях, у меня это была всегда, у меня мысль проходит красной нитью, что хвост виляет собакой. То Мгм. есть в Израиле есть 500 000 поселенцев. Из этих поселенцев идейных, ну, может быть, треть, да, что я называю идейными, те, которые там находятся ради вот этой великой идеи Большого Израиля. Остальные, в общем, там потому что там может быть дешевле или удобнее, или еще что-то. И вот эта вот небольшая часть поселенцев, да, она, в общем-то, не дает конфликту прекратиться. Да. И этот конфликт, он раскалывает мир, он ведет к войнам и так далее. Это все ради, если вдуматься, это ради всего происходит небольшой горстки поселенцев. Ну, видимо, эту горстку поселенцев поддерживают достаточно сил в Израиле, чтобы это все продолжалось внутри, я не Скажем знаю. так, тут немножко сложно. Они их не то, что поддерживают, просто как бы не против. Знаешь, есть те, кто за, есть те, кто против, есть те, кому пофиг. Те, кому пофиг большинство, и оно как бы идет за теми, кто громче кричит, в общем-то, да, или более популистски. Вот, так это поразительно, да, как из-за, не просто из-за Израиля, а из-за как бы, на самом деле, довольно небольшого количества израильских а, идеологизированного населения происходит вот как полный балаган во всем мире. Да. Действительно поразительно. Вот я это называю хвост виляет собакой, да, Ну или от вот, того, что в кузнице не было гвоздя. вот и вернемся к западному берегу. Что у вас там сейчас происходит с западным берегом? То есть тут, я так понимаю, следующее какое-то отвлечение внимания, да, от газа происходит, следующим скандалом, или как это сказать, даже вот расскажи, что там сейчас. Ну, Я не очень знаю, что ты имеешь в виду, но окей, там ну, были военные во-первых, операции, давай там так. захвачены. Опять же, вот такой простой ликбез, что очень многие даже не знают вообще, что такое западный берег, как это все устроено. То есть палестинская автономия, значит, помимо газа. Западный берег это вся территория, скажем так, восточнее Иерусалима до иорданской границы, да, ну и плюс, естественно, на юг и на север, которая делится на зоны, то есть там тоже не все одинаково происходит, да, то есть есть 3 зоны, да, А, Б и С, как они там у вас называются, я не знаю. В одной из зон, ну вот расскажи нам, собственно. Давай. Давай сначала я закончу с газой. Ой, Я ликбез, да, пытаюсь да. подвести к этой мысли, да, что это буквально на днях Нетаньяху выдал такую максимум, что мы и будем освобождать всех заложников по сделке и завоевывать Газа-Сити. То есть это уже как бы приехало. То есть все понимают, что цели несовместимы. Да, и вот сейчас, вот сейчас у нас такая текущая стадия, и самое огорчительное то, что он
штаб семей похищенных отменяет масштабные события только из-за того, масштабные действия, да, которые были назначены буквально на завтра, на следующее воскресенье, то есть следующее после, я имею в виду после предыдущих протестов, потому что надеется, что все-таки он будет вести переговоры, и чтобы его как бы не спугнуть. И это происходит далеко не в первый раз, когда он вот так вот бросает надежду, и общественность успокаивается, а он действует в предыдущем русле. Да, хорошо, я поняла, кстати, как вам сказать, я была как бы совсем не там, ты говоришь, что столица в зоне Е1. Да. Итак, что такое Западный берег плюс Восточный Иерусалим? Это территория, которую Израиль захватил в 1967 году. Как известно, он захватил то, что называется Западный берег, он захватил Газу, да, и он захватил Голландские высоты. Но Голландские высоты мы сейчас не будем трогать, Да. с ними как бы все проще или сложнее. Вот. Территория Западного берега. Захватил у По кого? Вот соглашению. просто вот такой прям без. Вот. Захватил кого? Смотри. Да. По результатам войны за независимость в 1948 году, Западный берег оставался за Иорданией, она его аннексировала. Но эту аннексию не только практически никто не признал, я все время забываю, по-моему, Британия и Пакистан, я точно помню, что Британия точно, а вот про Пакистан я не уверена. Вот, признали эту аннексию две страны. Почему Британия? Потому что Британия всегда поддерживала Иорданию, да, она, собственно, создала. Вот, больше никто эту аннексию не признал. Газу захватил Египет. Египет Газу никогда не аннексировал. Значит, теперь очень важный момент. Почему? Вот все говорят, очень часто правы используют аргумент, что Иордания же не аннексировала Западный берег, точнее, аннексию Западного берега Иордании же никто не признал. Я скажу, более того, не только никто не признал. Иорданию за эту аннексию чуть не изгнали из Лиги арабских государств. А Египет вообще никогда не претендовал на Газу. Это когда говорят отдать Газу Египту, это все полная иллюзия и полное непонимание происходящего. Значит, о чем речь? Эти территории по решению резолюции ООН 181, принятой 29 ноября 1947 года. По этой резолюции эта территория предназначена для создания палестинского государства. Да. Иордания ее захватила. Иордания тоже, в общем-то, на нее претендовала. А вот, кстати, Какое про было Газу скажи обоснование? в этом контексте. Что Газа в этом контексте должна была быть? Вот этот, кстати, даже я не знаю. Тоже, это тоже часть палестинского То есть государства. это должны были быть две Поэтому, несвязанные территории с самого начала? Вот как? не совсем так. В 1948 году же Израиль, он захватил часть территории, которая предназначалась для создания палестинского государства. Но там вообще была очень сложная топография. На самом деле, если посмотреть на карту 1947 года, на карту раздела 1947 года, она абсолютно не жизнеспособная, потому что у Израиля было 3 фрагмента, у Палестины было 3 фрагмента, и они пересекались все в одной точке. То есть территориальной непрерывности там не было изначально. Понятно. Итак, но и Газа, и Западный берег должны были быть частью палестинского государства. Именно поэтому эту аннексию никто не признал. И Иордании сказали, ты что творишь, король Хусейн? Он сказал, хорошо, знаете что, если будут шансы на создание палестинского государства, тогда и поговорим. И что произошло? В 1994 году, прошу прощения, в 1988 году, когда началась первая интифада, король Хусейн, уже другой король Хусейн, он сказал, что все, мы отказываемся полностью. Если до этого шли разговоры о том, что, может быть, Западный берег, по крайней мере, частично будет возвращен Иордании, то в 1988 году король Хусейн сказал, мы полностью отказываемся от Западного берега в пользу создания палестинского государства. А Египет, как я уже сказала, он никогда и не претендовал на Газу именно по той самой причине. Потому что считалось, что когда-нибудь, может быть, удастся отвоевать у Израиля или то, что он захватил в 1948 году, или вообще весь Израиль захватить. И тогда, значит, будет создано там палестинское государство. Но в 1967 году, в общем-то, стало уже понятно, что это не произойдет. Что никакие территории, что Израиль, по-видимому, уничтожить не удастся. И даже отвоевать у него то, что он захватил в 1948 году, тоже не удастся. И поэтому возникла речь о создании постепенно выскристаллизовывалась мысль о создании палестинского государства на Западном берегу и в Газе. Да, без территориальной непрерывности были всякие идеи или коридора, да, по которому могут двигаться, автомобильного коридора.
или туннеля, ну, сейчас слово туннель у людей вызывает нервный смех, поэтому, ну, в общем, Ну есть да. всякие творческие решения, и, как говорит там мой любимый как бы, наставник Шауль Ириэль, как бы с техническими решениями у нас всегда все было хорошо, это мы умеем, изобретать мы умеем, это все решается. Итак, Да. значит, есть вот, 57-й год, да. и после того, как в 1988 году началась интифада, значит, начало кристаллизовываться решение, что надо что-то все-таки с палестинцами делать, потому что эта интифада шла несколько лет, и она силовыми методами не подавлялась. Она, если это было не такие кровавые события, как вторая интифада. Более того, она в основном носила характер забастовок, массовых демонстраций и так далее. Но для Израиля того времени это стало шоком, потому что на самом деле с 1967 года, с захвата Западного берега до 1987 года, на Западном берегу, особенно, там все было спокойно, там не было сопротивления. Весь террор тех лет, он был в основном, исходил от Фатха и от Народного фронта освобождения Палестины, и он шел или из-за границы, или он был за границей, да, как, скажем, знаменитая Мюнхенская Олимпиада, чуть не сказала, интифада, или Энтебе, да, это всегда шло из-за границы, или когда был теракт в Малоте, когда там захватили школу. Но люди на Западном берегу спокойно, до 1987 года. В 1987 году они Я сказали, свидетель, даже в 92-м году, то есть это уже было, сколько там, 3 года после начала первой интифады, я лично ехала автостопом с Мертвого моря на север, сейчас у меня вылетело название города, Бечан, через Иерихон ночью автостопом я ехала. Сейчас такое даже вслух произносить страшно вообще, да, то есть это было абсолютно спокойно, с арабским водителем, который там посреди всего этого заснул за рулем, но это отдельная история, короче говоря. Но это, да, то есть боялись мы отнюдь не проблем с арабами, а, в общем-то, совершенно, да. Вот я просто, насколько мир изменился, да? да, но тем не менее, Да. сначала интифады в 1987 году уже начались вот эти закрытия территории, да, вот эти Мгм. блокады, я сейчас пытаюсь найти слово сегер, да, это как-то, ну, в общем, закрытие, да, когда просто блокировали отдельные города, блокировали отдельные части территории. И сейчас, когда часто говорят, что раньше до Осло мы спокойно ездили на территории, а сейчас нет, на самом деле это не так. На самом деле ездили в основном до первой интифады. Когда говорили, ездили в Газу пить кофе, да, вот часто Да. говорят, мы до Осло мы ездили в Газу пить кофе. Это ошибки восприятия. Ездили не до Осло, а до первой интифады. Итак, значит, во время первой интифады возникло такое ощущение, что надо что-то все-таки с этим делать. И тогда начался весь этот процесс в Осло, да, поэтому говорят о Норвежских соглашениях, и курировал Перес. Рабина их пока тогда еще не стал, но это как бы уже тонкости. В результате, что было решено? На самом деле, если мы вернемся опять же немножко в истории, 1978 год, Израиль подписывает мирный договор с Египтом. По этому мирному договору Израиль обязывался создать автономию на Западном берегу и в Газе. Это часть договора. Он называется рамочное урегулирование на территориях, не помню точно. То есть, на самом деле, Осло – это реализация того самого мирного договора, заключенного в 1978 году. То есть там ничего не придумали. То есть тогда было решено, что Палестина получит определенную автономию. Тогда это не было реализовано, и все об этом благополучно забыли. Итак, Убийство президента это Рабина и все остальное. премьера. Да, Нет, мы сейчас премьер. возвращаемся еще в 93-й, Рабин еще жив, Да, но после мирного договора с Египтом убили как раз Садат. да. В общем, я когда-то говорила, что вообще, по крайней мере, на Ближнем Востоке мирный договор – это очень опасная вещь. Как бы если вы воюете, ни у кого с этим нет проблем, но стоит вам подписать мирный договор или попытаться, вот так убили, кстати, короля Хусейна, того первого, да, за переговоры с Израилем, тут вы рискуете жизнью. Как бы, казалось бы, всем нужен мир, да, все, как бы, каждый человек скажет, конечно, мне нужен мир, конечно, это хорошо, когда никого не убивают, но реально мир продвигать намного Да. труднее, чем не продвигать. Многие люди, да, поплатились за это жизнь. Итак, 93-й год.
был подписан договор с с Организацией освобождения Палестины о создании палестинской администрации. И еще один важный момент. Когда говорят, что Организация освобождения Палестины или ФАТ, или кто-то еще не признали Израиль, это полное вранье, потому что 93-й год есть де юре признание Израиля. И было направлено письмо о том, что Израиль не просто признание существования, а признание его права на жизнь в безопасности. На самом Да, деле и кто началось там, еще Арафат с Клинтоном Арафат с Клинтоном и с Рабином. Нобелевскую премию мира получил, Да. если я правильно понимаю, да. С Рабином. Клинтон не получал, если я не ошибаюсь. Не помню. Ну, Арафат получил тоже. Арафат Чего не могут никому Рабин. простить. Да, окей. Да. И тогда Западный берег и Газа были поделены на зоны. Да. Поделили на зоны A, B, C. Поделили на зоны, да, A, B, C. Что такое зона A? Это территория, которая целиком находится под контролем палестинской администрации. Ну, не совсем целиком под контролем, потому что все-таки МВД там заведует выдачей паспортов. И до сих пор, кстати, да, мы сейчас в Газе до сих пор реестром гражданского состояния занимается Израиль. Да, то есть рождение, смерти, выдача документов на выезд, что самое главное. Да, самое главное, вы не можете получить документ на выезд, если вы житель Газы, если вы не существуете в реестре Израиля, и Израиль вам не подписывает это разрешение. Но все внутренние дела, скажем так, все внутренние дела, ими занимается палестинская администрация. То есть это не считая въезда, выезда, импорта, экспорта, это все оговаривается отдельными соглашениями, международные отношения и все такое. Это зона А, это 18% территории Это города типа Палестины. того же Иерихона, Это в основном Рамаллы совершенно, и так далее. совершенно, ага, это 8 палестинских городов. Есть еще Хеврон с его особым статусом, он поделен на две части, но оставим это пока. Абсолютно так, это города. Да. Дальше есть зона Б, где палестинская администрация ведает гражданскими вопросами, а Израиль отвечает за безопасность. То есть, проще говоря, там присутствует царь. Зона Б – это как бы в основном окрестности городов, это крупные деревни. Иногда деревня поделена пополам, не обязательно пополам. Часть из нее – это зона С, часть зоны Б. Это еще процентов 20 территорий. Вообще говоря, разрешение, скажем, на строительство там дает палестинская автономия, но по факту Израиль часто может запретить что-то строить. Скажем, во время короны была история с комплексом для диагностики и так далее, которые не дали создать. Вот. И самая большая часть, где, собственно, живут поселенцы, это зона С, это 60% населения, но это, скажем так, это около полумиллиона же палестинцев. Да, и чтобы люди понимали, я сейчас хотела показать карту, но забыла ее вытащить. Если посмотреть на карту, то вот эта зона С, она вся просто в шахматном порядке. То есть это не то, что какие-то вот зона А, вот зона Б, вот зона С. Нет, это вот зона А – это города, которые вот так расположены. Все между ними, такой вот бульон, так сказать, в котором эти редкие тефтельки появляются. Все остальное – это зона С, которую полностью контролирует Израиль, на которой живут поселенцы и прочее. Вот, я это называю сыр с дыркой. Сыр с дырками, окей. То есть мы говорили, да, ты сказал сразу, это города, то есть это все вокруг города. Да. Это зона С. И, собственно, за нее идет борьба в основном. И иногда говорят, что зона С по соглашению Осло должна перейти под израильский контроль. Это абсолютная неправда. В соглашении Осло говорит, что ее дальнейший статус будет урегулирован. Есть еще такой миф, в последнее время он появился, я его все чаще вижу, что оказывается по договору с Иорданией 1994 года Западный берег признан за Израилем. Но вы сами простите, что Израиль об этом не знает. Вот, конечно, опять же, ничего такого там не говорится. То есть урегулирована зона граница с Иорданией, там, где, собственно, граничит Израиль и Иордания. А про Западный берег есть оговорка, что этот договор никак не влияет на ее правовой статус. Но, тем не менее, это не мешает людям как бы говорить вот эту ерунду, что, оказывается, Иордания признала Западный берег за Израиль.
Вообще люди изобретают совершенно Нет, фантастические, ну, конечно, мало кто вообще, фантастические. да, понимает, что происходит там. Вот. И, кроме того, тут надо еще упомянуть, что, насколько я понимаю, какие-то из этих соглашений включали в себя регуляцию строительства новых поселений, заморозку там строительства каких-то, то есть и поселения, которые уже там есть легальные какие-то поселения, и есть очень много нелегальных поселений, да, которые и все это продолжает и продолжает использоваться для поддержания этого конфликта. Смотри, в самом Осло ничего не говорится. В норвежских соглашениях не оговаривается строительство поселений. Но да, как бы считают, что де-факто это заморозка. И первым это правило нарушил Нетаньяху, когда он начал строить Ар-Хома в окрестностях Иерусалима. Палестинцы это восприняли очень болезненно. И до сих пор, на самом деле, когда палестинцы уже давно признали, собственно, еще при переговорах в Кэмп-Дэвиде, что Восточный Иерусалим будет поделен по демографическому признаку, то есть еврейские поселения, новые, созданные после захвата, отойдут Израилю, а арабские останутся у Палестины. Даже они говорят, что Ар-Хома это нет, что Ар-Хома отойдет Палестине. Вот, это было воспринято как, сказать, вопиющее нарушение. Вот. Ну, есть Но резолюции считалось как... ООН многочисленные по этим поселениям, то есть дело не только в самом там Да, договоре, да, это да, известная тема для да, вообще говоря, исследования. все поселения незаконны с точки зрения международного права по 4-й Женевской конвенции, которая, собственно, оговаривает обязанности оккупирующей стороны. Оккупирующая сторона не имеет права перемещать свое население на оккупированную территорию с целью нарушения, изменения демографического баланса. И Мгм. абсолютно понятно, чем вызвано такое требование и почему его нарушаем. То есть мы, как бы оккупирующая страна, поселит там своих граждан, а потом скажут, ну это же наше, мы же отсюда не уйдем, это же наши То, чем люди. Россия Именно занимается. так. Вот это вот как раз российский модус Да. операнди, это то, чем они занимались всю дорогу и продолжают заниматься сейчас, собственно. Ну подожди, кто это недавно сказал? Это, по-моему, кто-то из ваших сказал, что газу надо оккупировать так же, как Путин оккупирует Донбасс. Я такого не То слышала, я есть, не удивлюсь абсолютно, потому что, ну да, конечно. Да. жаль, мне надо перепроверить тут что-то, Мгм. сейчас она Ну, я не выскочила. удивлюсь. По-моему, кто-то из наших, потому что из наших, мне кажется, вот все-таки... Не, у нас тоже есть полный идиот, но они не знают, Да. они столько идиот, что они не знают, что такое Донбасс. Это не интересует. Вот, то есть уже все, уже нам Путин оставит в мире. Итак, нельзя перемещать свое население, нельзя изменять законы, да, а на Западном берегу в поселениях де-факто действует израильское законодательство и так далее. То есть это все абсолютно незаконно. Но да, ты совершенно права, есть еще и поселения, их называют форпосты, э, которые незаконны еще и по израильским законам, то есть созданы без разрешения. И да, их сейчас становится все больше. И И Израиль, строится, грубо говоря, охраняет, хочет он или не хочет. а он не просто, грубо говоря, он их просто Да, когда там охраняет. То есть что-то смотри, происходит, то защищают поселенцев. Ради этого все и, так сказать, и делается. смотри, один из скандалов, связанных с 7 октября, сейчас об этом почему-то забыл, Да, было то, что оттуда, с границы, было переведено практически половина тех, кто ее охранял, переведены в палестинскую деревню Хавара, потому что накануне депутат Цви Сукот оставил посреди этой палестинской деревни свою суку, в общем, устроил провокацию, и туда перенаправили я армию, прекрасно которой это не помню, да. хватило, Мгм, да, которой не хватило на границе. мгм. И это не то, что какой-то единичный случай, это, в общем, глобальный процесс, о котором очень много, кстати, говорят именно силовики, что армия просто не справляется. Армия не справляется с охраной границ, армия не справляется с подготовкой, да, ей нужно проводить какие-то учения, то, что называется маневры, но она постоянно занята охраной поселения, ее просто физически не хватает, Это потому даже что если когда оставить в возникает... сторону моральные там и юридические, так Да, сказать, вопросы. Да. абсолютно так. Потому что появляется форпост, да, это 3 человека, скажем, но их уже надо охранять дорогу, которая к ним ведет и так далее. Естественно, они еще создают проблемы, они часто нападают на палестинцев, в общем-то, особенно в последние годы, смысл форпостов именно в том, чтобы как бы отдалить палестинцев от их земель. Для этого надо устраивать нападения. То есть армия должна еще защищать палестинцев и так далее. Это реально. Нагрузка армия не резина. Мгм. То есть в 7 октября это просто отразилось как капли воды, но это глобальная проблема. Об этом писала комиссия Винограда по результатам Второй Ливанской, которая была сразу после размежевания.
Он говорил, что из-за размежевания, из-за того, что 8 тысяч, точнее, из-за оккупации Газа, из-за того, что 8 тысяч поселенцев охраняло примерно столько же военных, пограничников, полицейских. Просто армия была не готова. Когда армия все время выполняет функции жандарма, да, полицейские функции, которые вообще говоря ей не свойственны, она теряет боеспособность. Она перестает справляться с реально серьезным врагом, каким была, безусловно, сейчас была. То есть это проблема, это действительно огромная нагрузка на армию, это не преувеличение. Да, о чем мы говорили? Мы говорили скандал, это застройка зоны Е1. Зона Е1 это Да. фактически зона Си. Это некий треугольник, зажатый между Иерусалимом и Алиадумим. С ним скандалы не прекращаются, его еще в 1994 году пересоединили к муниципальным границам Алиадумим. Алиадумим, собственно, это город на территории, это все зона Си. Мгм. И там постоянно пытаются что-то строить, постоянно пытаются создать, точнее, утвердить планы строительства. Но в эту тему очень сильно вмешивается Запад, потому что это, как они говорят, это убивает идею двух государств, потому что нарушает территориальную непрерывность. То есть мало того, что нет территориальной непрерывности между западным берегом и Газой, но теперь еще и с южной части на северную западного берега невозможно будет проехать напрямую. Да, вот этот треугольничек Е1, он их соединяет. И если кто-то слышал, последний год тоже очень много говорили про Хан Аль-Ахмар, да, про деревню Хан Аль-Ахмар, бедуинскую. Это как раз она там расположена. И ее все время пытаются сносить, но все время Запад говорит, что не надо этого делать. И это как бы это именно та тема. Это Мгм. именно та тема, что Хан Аль-Ахмар – это одна из бедуинских деревень, которые обеспечивают вот эту остатки территориальной непрерывности. И сейчас в ответ на парад признания палестинского государства, который ожидается в сентябре, да, во время Генеральной Ассамблеи ООН, Да. Смотрич решил объявить о том, что вот мы начинаем застраивать зону И1. Насколько это реально, я не знаю. Дело в том, что с поселением есть такая проблема, об этом очень мало кто говорит. Дело в том, что на территориях есть то, что называется отрицательный баланс миграции. То есть, с одной стороны, население там прирастает, но оно прирастает за счет рождаемости. И, кроме того, от 30 до 40%, эта доля все время растет, 30-40% населения территорий составляют ультраортодоксы. Это Бейтар элит и Мадин элит. А светского населения это вообще 25%. Мгм. Окей? То есть там Это население сейчас говоришь про прирастает. еврейское население на И территории. я говорю, да, естественно. Да. А, население там прирастает, но, с другой стороны, есть отрицательная миграция. То есть туда приезжает людей меньше, чем уезжает. И что такое форпосты? С одной стороны, их очень много. И создаются новые. С другой стороны, каждый форпост – это, может быть, десяток человек. И эти люди, они же приезжают как бы не с большой земли, да, они приезжают из других поселений. То есть кажется, что поселенцев становится больше, но их становится больше только за счет рождаемости. То есть, в общем-то, есть некая, по-видимому, усталость Израиля от поселенческого проекта в целом. Этот уровень отрицательной миграции, он не очень высокий, но он стабильный. И это происходит уже несколько лет. Ну, и вот они сейчас решили, так сказать, новую, да, проблему, то есть отвлечь внимание и так далее. И вот теперь вот эта вот история со строительством. Это просто идея какая-то или они, ну, начали что-то делать? Они пока что еще не начали. Я так понимаю, что даже еще не начали планирование. Но, как я тебе говорю, об этом речь идет, по крайней мере, лет 20. Там уже даже создавали какие-то дороги, вешали какие-то указатели. Это собственно, район Маале-Адумим, который будет называться Мавасер-Адумим. Уже есть на него указатели. Это уже много лет. Но там ничего не строят, но в основном потому, что боятся Запада. Мгм. Сейчас, конечно, непонятно. Сейчас, с одной стороны, они, по-видимому, идут ва-банк, да, они уже решают, что Запад нам не указ, и как бы сгорел сарай, гори и Ну, не хата, то, но что все не равно, указ, а Трамп их и так поддержит, а как бы Европа уже и так, в общем-то, да, махнула рукой, да. судя по всему. Мы и так военные преступники и так далее, Да, но не знаю, не понятно. знаю. Тема очень скандальная, и посмотрим. Анечка, спасибо огромное за политинформацию. Мы очень много всего узнали. Вот, я должна напоследок сказать, мы сейчас с тобой уже чуть-чуть больше часа в эфире, как раз вот хорошее время очень.
Я должна сказать, что сегодня достаточно символично, что мы с тобой встретились как две харьковчанки, потому что сегодня 23 августа, и это день нашего родного города Харькова. Вот, и это также день, кстати, украинского флага, отдельно от Дня Харькова. Ну вот, поэтому мы, как так сказать, харьковчанка в квадрате тут собрались, две Ани. И я хочу вам пожелать мира и безопасности, как обычно, выхода из этих проблем, наиболее скорейшего, возвращения заложников в первую очередь, и, так сказать, возвращения какого-то к нормальности, я очень надеюсь. А Украине я желаю победы и тоже мирного неба над головой. И все это, конечно, оптимистичные, так сказать, пожелания. Я хочу кое-что добавить. 23 Давай. августа – это день освобождения нацистских захватчиков, и можно сейчас сказать, прогнали тех, прогоним и этих. Да, Ну, уже не прогоним, но Украина прогонит. да, да, да. Я очень желаю, чтобы это произошло. Я тоже Будем очень прикладывать для надеюсь. этого все усилия. И да, мира нам всем и какой-то нормальности. Вот Да. то, чего нам не хватает. Анечка, я надеюсь, что мы с тобой будем периодически встречаться и обсуждать всякие новости. Я очень надеюсь, что эти новости будут не такие печальные, но, во всяком случае, по крайней мере, важно держать всех в курсе, и информация информирован уже вооружен, в частности. Всего доброго. Спасибо тебе за приглашение. Приятно было пообщаться. Спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, зрители, на наш канал и на подкаст «Левые мысли» Ани и Аркадия Мазина.